Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет видео по распаковке, долгожданной распаковке, потому что я довольно долго ждала один из заказов. Это как раз таки будет большой интересный заказ. Распаковывать мы будем его вторым по счету. Ну а сейчас я уже даже подготовила специальные емкости для того, чтобы фасовать бисер и бусины. Откладываю их в сторону и приступаю к распаковке. Посмотрите, у меня довольно большие два заказа, и начнем мы с первого из них. Этот заказ я сделала в интернет-магазине Бисер Бусина. Ранее я уже делала заказы, мне все нравится, отправляют очень быстро, никогда не подводят. И сейчас мы будем открывать. Посмотрите, упаковано все просто отлично, несколько слоев вспененного материала, то есть ничего при транспортировке не должно было повредиться. Хотя, что может, в принципе, быть с бусинами. Так, мне здесь дополнительно положили еще счет-фактуру, то есть расписали, что за бусины я приобрела. Здесь есть даже стоимость. Вот, можете посмотреть. У меня такое ощущение, что я, наверное, надорвала один из пакетиков. Эх. Да, точно, один я порезала. Вот я так и думала. Так, давайте потихоньку, по порядку. Здесь у меня дропсы черного цвета. Ну, какие же они все-таки красивые. Это 5 миллиметров. Черные дропсы. Цвета прям глубокий черный. Неправильно вам сказала, это 4,6 миллиметров. А также я заказала еще дополнительно 6,1 миллиметр, они более крупные. Кстати, фасовка идет по 20 грамм. Смотрите, они какие большие. Качество прям отличное. Мне кажется, все-таки на видео здесь как будто бы они матовые, но на самом деле они прям глянцевые, блестящие. Ни одного брака не вижу вообще. Даже вот высыпаю. Ничего не вижу плохого. Отличные. Далее у меня белые. Они, по-моему, у меня идут... это белые глянцевые. Я, кстати, здесь увидела прям сразу одну бракованную. Прям вот. Вот она. Вот, видите? Одна с браком все-таки попалась. Но все бывает, почему бы и нет. Сразу в мусор ее. Это белый глянец. Тоже крупные, это 6,1 миллиметр. Кстати, то, что мне еще понравилось, на каждом пакетике стоит номер, и каждый из номеров соответствует номеру в товарном чеке. Очень удобно. Далее у меня идут уже дропсы жемчужного оттенка. Такие я уже заказываю не первый раз. Вот они мне вот больше всего нравятся. Посмотрите, какие они, прям как карамельки какие-то. Переливаются очень красиво. Я их заказывала 3 упаковки, насколько я помню. То есть всего у меня есть 60 грамм. Уж проверять не буду, верю. Дальше у нас снова дропс. У меня вообще весь этот заказ состоит именно из дропсов. Это цвет гематит, и размер у нас бусин идет 4,6 миллиметров. Такие бусины у меня есть, просто обычные, круглые. Я их использовала для плетения воротничка, и вот теперь еще и дропсы появились. Они, кстати, по ощущениям, вот эти вот бусины, мне кажется, они как будто легче. Может быть, просто так кажется. Далее, следующие дропсы у меня синего цвета в разных размерах. Одни у меня чуть меньше. Цвет, конечно, такой немножко, знаете, он как будто даже подсвечивается. Видите? Как льдинки. Ой, на камере очень красиво смотрится. Я сейчас обратила внимание, прям вот действительно, как будто маленькие льдинки. Если бы это был бы голубой оттенок, было бы, конечно, еще больше похоже. А во втором пакетике у меня более крупные, 6,1. Много высыпать не буду, просто для сравнения. Но вот по цвету у меня такое ощущение, что более крупные как раз-таки дропсы, они как будто бы потемнее. Возможно, это просто игра света. Ну что, дошла у нас очередь до красных, которые я порезала случайно. Это как раз-таки, которые более маленькие. 4,6. И также я заказывала чуть покрупнее. То есть у меня два варианта. Ведь видите, этот красный цвет и синий я заказала именно в двух размерах. Красный не очень насыщенный. Он больше, знаете, похож вот цвет, наверное, красной смородины. Немножко поближе.
Ну вот сколько пакетиков мы уже с вами открыли, и я только один раз попалась на бракованную бусину. Вот чем мне нравится у них заказывать, брака почти нет. Кстати, красный цвет у них называется рубин, а синий идет как кобальт. Последний у нас оттенок — это светлый топаз с серебряным центром. Посмотрите, как они блестят красиво. Вот мне почему-то хочется его янтарь назвать. Кажется, вот какое-нибудь колье сплести и вот по бокам вплести вот такие бусины будет очень красиво. Я один раз уже пробовала такой воротничок плести. Мне понравился такой результат. Если что, я обязательно добавлю ссылки в описании. Если вы захотите заказать, то, пожалуйста, у вас будет несколько вариантов, проверенных вариантов, где можно будет заказать бусины. Ну что, этот заказ мы убираем в сторону и приступаем ко второму. Второй заказ я сделала через сайт ВКонтакте. Там есть группа, называется она «Бусинка». Долго сомневалась, стоит ли мне заказывать, но потом решила, что почему бы и нет, нужно попробовать. И вообще не пожалела. Единственное, мне пришлось чуть дольше ждать свой заказ, потому что я совмещала не один свой заказ, а два. Давайте доставать. Тоже все, кстати, отлично запаковано. О, сколько красоты я уже там вижу. Ну что, давайте начнем с бисера. Здесь уже вложены специально, видите, небольшой подарок и билетик для участия. В группе постоянно проводят розыгрыши, и вот мне достался номер 23. Кстати, очень приятно, что дополнительно вложили еще немного бусин. Первая у меня была закупка, это Тоха 15. Я давно хотела заказать себе японский бисер, решила взять более-менее ходовые цвета, потому что обычно использовала чешский, но иногда хочется что-то поменьше, особенно когда плетешь какими-нибудь тонкими нитями. Поэтому сейчас я вместе с вами буду раскладывать и будем смотреть, что же у нас там за качество. Тут даже подписаны сразу обозначения. Ну, давайте условно назовем его красным. Я, в принципе, если вам понадобится по запросу, я, конечно, посмотрю, у меня все записано. Цвет такой, знаете, он более матовый. Для меня это прям вот, знаете, прям крупинки. Я, кстати, специально взяла иголки для того, чтобы применять бисер в работе, потому что я уже ранее заказывала именно чешский бисер, мелкий. И вы знаете, при плетении поняла, что я просто его никак не могу насадить ни на нить, ни на какие-нибудь бисерные свои тонкие иголки, то есть вообще никак. Даже на леску у меня эти бисеринки не набирались. Они у меня тоже прилагаются к моему заказу. Кстати, скажу сразу, что я брала все по 10 грамм. Думаю, нужно будет потом еще дополнительно пройтись и подписать все цвета, потому что когда я буду в следующий раз заказывать, я просто могу не найти такие же оттенки, если мне вдруг понадобится. Итак, следующий цвет. Он, кстати, очень похож на бусины, которые я заказывала. Видите, немножко есть. Да, похоже. Очень красивый оттенок. Это металлик гематит. Ой, какой же он красивый. Единственное, у меня еще все до сих пор какой-то, знаете, такой внутренний конфликт, потому что таким мелким бисером я просто не работала еще. Ну вот даже, допустим, в каком-то из пробнике у меня лежит бисер, вот каким я работала, крупным, и какой мелкий японский Тоха. Нужно, конечно, привыкать. Вот, смотрите, кстати, минусы вот этих коробочек, то, что открывать их нужно очень-очень осторожно. Не знаете, что напоминает вот этот бисер? Сахар. Ну, цветов у меня вообще немного. Следующий номер это 59. Знаете, какой это? Это вот цвет зеленки. Причем цвет зеленки, который уже подсох. Там на руке или еще где-нибудь. Красивый такой цвет, приятный. Но я почему-то немножко думала, что он будет, наверное, другим. Возможно, я просто так выбирала. Потому что обычно мне больше нравятся такие, знаете, более травянистые оттенки. А вот следующий цвет мне очень нравится. Один из самых, наверное, ходовых у меня, потому что такой оттенок применить можно почти к любому. Я его называю жемчужным. Покажу поближе. Камера чуть съедает цвет. Мне кажется, в жизни он более кремовый.
Вот как раз у меня лежит еще очень давно бисер, который я заказываю еще с прошлого раза. В принципе, открывать его не обязательно, мы его видим и так. И вот мы посравним их сейчас с нашим бисером, который мы заказали, но уже дома. Конечно, чешский бисер явно идет с более тонким отверстием. То есть через него будет еще сложнее как-то продеть иголку. Я даже не уверена, вообще пройдет ли у меня игла, которую я заказала в этот раз. Иглы у меня пришли Миюки 0,4 на 55 миллиметров. Я таким еще не пользовалась, но вроде бы они должны подходить. Так, вначале попробуем пройтись обычным. Отлично, проходит. Ура! Мне будет чем работать. Так, а теперь мы посмотрим чешские бусины. Бусины, говорю, это бисер. Я очень надеюсь, что он пройдет. Да, они тоже проходят. Ура! Поэтому теперь этот бисер наконец-таки уйдет в работу. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько часто вы ломаете бисерные иголки, потому что они у меня лежат просто годами. Я не знаю, у меня такая большая редкость, чтобы я ее сломала, это просто должно что-то такое случиться. То ли мне такая упаковка попалась, которая закаленная, что ли, то ли мне просто так везет, и я мало работаю бисером. Ну а теперь мы переходим к самому интересному. Это жемчуг. Давайте начнем с, например, жемчужного оттенка. Я брала в основном по несколько размеров. Бусинки очень красивые. На камере смотрится просто превосходно. Я особо не вижу какого-то брака, не вижу сколов сильных. Ну вот где-то, может быть, совсем чуть-чуть. То есть бусины реально очень качественные. Их будет не стыдно использовать в работе, потому что ранее я очень часто применяла, например, бусины, которые я покупала в местном магазине, и у меня такое смутное подозрение, что там даже не чешские. Вот этот цвет мне, кстати, очень нравится. Он как платиновый, знаете. Его хорошо использовать с какими-нибудь коричневыми, кремовыми оттенками. Он хорошо сочетается вообще с многими цветами. Дальше у меня лежит вот такой красивый зеленый. Он причем, знаете, перламутровый немного. Вот этот вот перламутровый оттенок в бусинах мне очень нравится. У меня с таким эффектом тоже уже были бусины, я их использовала, и в этот раз решила взять вот такой вот интересный оттенок, холодный больше. Я его взяла в двух размерах. Это 4 и 6 миллиметров. Вот когда я выбирала бусины, я, если честно, не ориентировалась на то, какие у меня уже есть, потому что все-таки это уже совершенно другое качество. И я выбирала именно цвета, которые бы я хотела использовать в своей работе. То есть вот, например, вот этот оттенок я могу сочетать как и с белым, как и с голубым, нежно-голубым. Но нужно еще правильно его подобрать. Бежевый сюда хорошо подойдет. То есть можно и на какой-то, возможно, даже зеленоватый оттенок. Главное, что он достаточно универсальный. Следующий цвет, который я хочу вам показать, вот такой вот глубокий синий. Я, к сожалению, не заказала вторую пару к нему. То есть, видимо, не набралось, скорее всего, и я не смогла заказать к нему пару. Еще один оттенок — это черный. Он всегда пригодится. Заказала тоже его в одной толщине. И это у меня 6 миллиметров. Далее мне еще нравится вот такой оттенок. Он тоже, например, на вот этот изумрудный, но более темный. И он, видите, он матовый. Я заказала его в двух размерах. Очень красиво. Какие же все-таки красивые оттенки. И к нему дополнительно я заказала еще вот такие вот маленькие бусинки. Возможно, они тоже пригодятся в расшивке. То есть у меня, видите, целый комплект. Здесь 2, 4 и 6 миллиметров. Следующий цвет — это зеленый. Причем он темно-зеленый. Его можно и с коричневым, и с хаки сочетать. То есть цвет такой неприхотливый. Ну и, конечно же, я любитель фиолетовых оттенков. И куда же я без пары фиолетового жемчуга? Он такой, знаете, идет матовый, но при этом такой очень красивый блеск. Мне понравился сам оттенок. Он нежно фиолетовый, то есть он немного такой, знаете, лавандовый. Сочетать его можно тоже опять с массой разных цветов ниток. Конечно, фиолетовый обязывает, но какой-то розоватый, фиолетовые ниточки взять. Вот, например, вот такой вот цвет можно взять еще более темный. То есть вариантов у меня в голове сразу много. Еще хорошо, что я еще и нитки заказала, поэтому палитра у меня теперь достаточно богатая, и сочетать будет с чем.
Следующий цвет синий. Я тоже очень долго на него смотрела, думала, надо мне, не надо, но я решила, что почему бы и нет, потому что ярко-синий у меня уже есть цвет вот такой вот яркий, а вот какого-то приглушенного серо-синего у меня не было. То я решила его тоже заказать в паре. И сейчас у нас последнее, что осталось, это посмотреть на наш подарок. Здесь нам положили в подарок бусины граненые, которые я также часто использую в своих работах. Положили, видите, кремовые и белые. На камере, мне кажется, их даже не различить. Такие бусинки я использую часто, положу их к себе в коллекцию. Люблю такими работать, потому что они и красиво переливаются, и у них очень хороший размер. Я очень надеюсь, что вам нравится такой формат видео. А с вами я на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.